Всем привет, друзья! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня у нас новая неделя, новая фракция, и давайте посмотрим, что это у нас такое. Переходим в фракции, сегодня у нас магический совет, и усиление это раз в 60 секунд случайная пешка данной фракции на столе повышает свой ранг на 1, и в кооперативе, соответственно, 180 секунд. Все замечательно, усиление прекрасное, но есть один маленький минус. Это сам магический совет. Какие же пешки здесь есть? И если на них посмотреть, то из играбельных пешек здесь только Гром, если мы рассматриваем PvP, Гром и Стазис. Также маг Холода смотрится неплохо в связке с Инквизитором, но об этом чуточку позже. Естественно, для вас я приготовил колоду, сейчас мы ее посмотрим, затестим. Колода очень интересна, и ей действительно можно выигрывать. Вот так она выглядит, то есть здесь используется Гром, здесь используется Кристальный маг, Сглаз, Арлекин и Призыватель. Ребят, почему именно такая связка? Это потому что если мы рассматриваем Грома как пешку, которая будет постоянно подниматься, а с рангом слияния у него увеличивается количество целей, то есть Сглаз здесь смотрится в связке с Громом просто великолепно. То есть у вас Гром прокачивается до 4-5 уровня, и Сглаз работает просто на ура. А Кристальный маг здесь нужен исключительно на боссах, чтобы их сносить. То есть у вас будет пустое поле, и боссов будем сносить достаточно быстро. Попробуем сегодня выиграть пару игр, надеюсь, у нас это получится. Но перед тем, как пойти в бой, я хочу вам показать статистику канала. Ребят, она на ваших глазах, и вы видите, что 70% зрителей не подписаны на канал и смотрят ролики без подписки. Ребят, поэтому прошу вас посмотреть, подписаны вы на канал или нет, потому что это очень важно, и это влияет на развитие канала в целом. Также, ребят, я вчера создал свой Twitch канал, ссылочка будет в описании, обязательно переходите туда и подписывайтесь, мне будет приятно. Скоро будут стримы, и я буду стримить сразу на две платформы, возможно, кому-то удобнее смотреть на Твиче, поэтому, ребят, переходите. А теперь мы запускаемся в бой и, естественно, попробуем выиграть. Желаю всем приятного просмотра. Все знают, что Rush это мобильная игра, но мало кто знает, что в нее можно играть на ПК или ноутбуке, без использования эмуляторов, которые очень сильно нагружают ваш компьютер. Сейчас покажу, как это можно сделать максимально быстро. Для этого достаточно спуститься в описание и перейти по ссылке. У вас откроется сайт игры, где вы можете зарегистрировать новый аккаунт. Как только вы это сделаете, вы можете прямо в браузере зайти в игру и пройти обучение, которое займет у вас несколько минут. После этого придумайте себе ник или же оставляйте базовый. Если вы новый игрок или хотите прокачать твинка, не забудьте зайти в базу знаний и забрать все награды. Также рекомендую перейти в сообщество и забрать 60 кристаллов. Чтобы получить еще кристаллы, вам нужно зайти в настройки и переключить язык. После этого снова зайдите в сообщество, и у вас будет 30 дополнительных кристаллов. Если же у вас есть основной аккаунт и вы хотите перенести данные на ПК, вам нужно написать в поддержку о том, что вы хотите перенести свой аккаунт и добавить один нового аккаунта и вашей основы. Для тех, кого не устраивает игра в браузере, вы можете скачать игровой центр и зайти под своими данными и после этого играть без каких-либо проблем. Всем удачи и побольше легендарных карт в магазине. Запускается у нас первая игра, и против меня попадается стандартный Кристальный маг за одним маленьким исключением. У него вместо дриада используется ловчий, это тоже имеет место быть и можно этим играть. Уже третий Гром у меня на поле есть, и это приятно на самом деле. Так, давайте попробуем вот сюда вот Сглаз использовать, и возможно что-нибудь интересное получим. Да, это неплохо, у нас выпадает Кристальный маг на точку. Ребят, также в этой колоде можно поменять призывателя на дриаду, но есть один маленький минус. Если вы на старте закупаетесь пешками и вам выпадает исключительно дриада из глаз, вы ничего не сможете сделать с монстрами. То есть у вас будет не атакующие пешки, и вы, скорее всего, проиграете. Конечно, если у вас будет снежинка, вы достаточно быстро сможете снести полностью всех монстров и исправить ситуацию. Но если у вас ее нет, то, вероятнее всего, это будет поражение. Возможно, во второй игре я как раз таки поставлю дриаду и посмотрим, что покажет себя лучше. Но на самом деле я уверен, что дриада будет смотреться куда лучше, потому что благодаря дриаде вы сможете прокачивать своих кристальных магов с глаз, а это очень важно, потому что от ранга слияния с глаза зависит шанс мгновенного убийства. Поэтому с призывателем достаточно сложно прокачивать с глаз. Вот как вы видите, у меня сейчас стоят два Грома под одним с глазом, и это очень удобно для меня, но, к сожалению, с глаз я никак не смогу прокачать. Да, я могу сделать слияние, но не факт, что там выпадет то, что нужно. Так, давайте прокачиваем наши пешки, а то я как-то подзабыл это сделать.
Окей, давайте сюда попробуем сейчас второй сглаз найти хотя бы. Но, к сожалению, я могу сделать только так. Следующий босс у нас колдун, и у нас очень много кристальных первого ранга слияния. Это тоже достаточно неприятно. Пытаемся их убрать. Найдем сейчас, наверное, третий сглаз. Почему-то мне так кажется, да? Да. Слушайте, я уже прям понимаю немножечко эту игру, но мы можем сделать так, поставить сглаз под третьего грома и попробовать здесь что-нибудь найти. Печальная ситуация, потому что кристальный со сглазом работает, ну, очень плохо. То есть под сглаз его ставить вообще бесполезно. Давайте попробуем здесь найти что-нибудь, но, к сожалению, ничего нам интересного не падает. Так, еще один гром выпадает, а четвертый гром вот могу так сделать, в принципе, у меня там примерно будет минус 20 урона, но это не важно, потому что важно здесь то, что он стоит под третьим сглазом, это самое главное. Сейчас колдун, и он нам снесет ту пешку, которую не хотели бы терять. Естественно, ребят, естественно, это классика, колдун сносит те пешки, которые вы не хотели терять, то есть с самого высокого ранга слияния у меня это происходит постоянно, я не знаю, как у вас, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам вообще колдун, но мне кажется, там какая-то подкрутка у него есть, потому что это ненормально. Там из 14 пешек он выбирает именно ту, которая самая сильная. Это бред. И нигде это не прописано, к сожалению. В принципе, можно убирать отсюда сглаз, потому что там уже держать его бесполезно. Там был четвертый гром, но сейчас там только первый, к сожалению. Пятый гром нам здесь падает. Замечательно. Давайте попробуем еще что-нибудь найти. Так. Ну, слушайте, неплохой стол, то есть с боссами мы будем справляться быстро, сглаз у нас чистит поле, и держимся мы тоже достаточно неплохо. Надеюсь, сейчас с горгонкой мы справимся. В принципе, должны это сделать, потому что кристальных у нас достаточно, и я думаю, у горгонки будет не так много здоровья, как могло быть. У противника на самом деле не самая лучшая картина, то есть у него есть кристальные, но они первого ранга слияний. И вероятнее всего горгону он пропустит, потому что он просто не успеет ее снести своими кристальными магами. Хотя, если она не будет ему перекрывать их, то, возможно, и снесет. Зря он кинул сойку. Ребят, никогда не допускайте ошибку, не кидайте сойку на горгону, потому что это бессмысленно. Вам лучше, чтобы она прошла гораздо быстрее. А вы кидаете сойку, и замедление идет еще больше, то есть она останавливается и, естественно, перекроет больше пешек. И вы с огромной вероятностью можете ее пропустить. Поэтому, ребят, сойку нежелательно использовать на горгону. 330 тысяч остается, и 2 кристальных мага, естественно, они не справятся. Проходит у него, естественно, горгона, и следующий босс у нас кукловод. У нас, кстати, уже 6-й гром. Пока шла горгона, у меня просто прокачивался гром, и это приятно достаточно. Да, как вы видите, у нас поле чистится просто моментально. И, кстати, есть огромный минус в игре против кристального мага, то есть против стандартного кристального мага с морозом. У вас будет очень мало маны, потому что монстры не проходят, потому что они просто останавливаются и очень медленно идут, а у вас они не выходят. И самое обидное, что следующий у нас кукловод, а маны у меня нет на прокачку пешек, и я даже не знаю, что мне делать. У меня есть 700 маны, чтобы прокачать одну пешку. Так, 340 тысяч, слушайте, а в принципе... Он только сдвинуть успеет, наверное. И даже не успевает сдвинуть. Слушайте, замечательно. Я не знаю, какой это босс, 4-й, 5-й, но он даже не успел мне сдвинуть. Ребят, также, кто пропустил новость про знаменосца, его все-таки пофиксили, я уже давно об этом говорил, и теперь его аура будет снижать критический урон на 70% вместо 100%. Это достаточно неплохо, и такие пешки, как Борей, танцовщица с клинками там, и так далее, будут чувствовать себя гораздо комфортнее против знаменосца. Пока я рассказывал про знаменосца, мы просто победили, потому что противник сдался, у него босс был 20 миллионов, и мы с ним справились. Ребят, переходим во второй бой, я поставлю вместо призывателя Дриаду и посмотрим, как это будет выглядеть. Запускается у нас вторая игра, и против нас попадается Инквизитор с Демонологом. То есть очень популярная колода и очень эффективная. Именно ей я проиграл в гонке за славой, у меня оставалась одна победа, то есть я шел 9 из 10, и, к сожалению, мне попадается такой человек, я играл кристальным магом, естественно, и я слил. Это было очень грустно, потому что я мог занять первое место, то есть я там подсчитал, и чисто в теории, если бы я даже снес своего противника на боссах, взял 1300 очков, и я бы выиграл, занял первое место, у меня там было бы 13100 очков. Это было очень обидно, он меня просто закидал демонологами, и, к сожалению, я проиграл.
На самом деле у нас уже достаточно неплохой стол. Я здесь взял дриаду, и дриада я буду прокачивать именно с глаз, потому что с глаз решает, ребят. Чем выше ранг, тем лучше. Также я буду периодически прокачивать кристальных магов, потому что это тоже достаточно важный момент. Так, отлично. Прокачиваем грома, сейчас прокачаем еще с глаз. Первую волну мы держимся. Да, кажется, что мы уже проигрываем, но это все временно, ребят. Кристальный маг падает на точку, отлично. 80 тысяч, и я очень надеюсь, что он не успеет нам сдвинуть. Но, к сожалению, успевает он это сделать. Следующий босс у нас укротитель. Мне кажется, что игра будет достаточно долгой, потому что инк держится тоже очень и очень неплохо. Ребят, давайте с помощью дриады прокачаем с глаз до 3-го уровня, потому что как-то он пока плохо работает. Сделаем так. Еще один гром выпадает, отлично. И наш противник уже начинает проседать. Это очень странно, потому что у него вроде 7 инквизиторов, но как-то очень медленно они сносят поле. Укротителя, я думаю, мы снесем достаточно быстро и без каких-либо проблем. Сносим мы укротителя достаточно быстро. И третий босс у нас опять укротитель. Очень странно. Но хорошо, что не бедлам. Потому что если бы выпал бедлам, было бы гораздо печальнее, скажем так. Я думаю, что пора прокачивать свои пешки до максимального уровня. Я почему-то этого не сделал раньше. Я больше упор сделал на выстраивание своего стола и, видимо, немножечко ошибся. Ну, кстати, мы держимся достаточно неплохо. Он пытается нас закидать демонологами, но у него не особо это получится. Да, он будет кидать их, но мы благодаря кристальным достаточно быстро с ними справимся. Так, прокачиваем до максимального уровня уже нашего грома, и остается только кристальный маг. Надеюсь, что следующий будет не кукловод, потому что если будет он, то будет очень обидно, так как я прокачал пешки и потратил свою ману. Со своим укротителем я справился достаточно быстро, но я думаю, наш противник также с ним справится, то есть у него 1,5 миллиона остается, у него плюс стазис, то есть вообще никаких проблем. На самом деле сейчас все зависит от босса. Если, допустим, был бы бедлам, а не укротитель, он бы просто поменял стол мне, поменял стол моему противнику, и вероятнее всего я бы проиграл, потому что он закидает меня демонологами. А демонолог плюс бедлам — это прям такое сочетание, когда вы просто можете заканчивать игру, потому что вы сольете с вероятностью там 90%. 10 секунд остается до босса, у нас 3500 маны, я пока ее тратить не буду, потому что это бессмысленно. Ну, кстати, монстры у нас проходят достаточно далеко, и это меня абсолютно не радует. Так, прокачиваем еще раз кристального мага, ставим еще одного грома под с глаз, потому что тоже это очень важно. Так, мы со своим справляемся, а у него нужно снести 3 миллиона. Но он тоже справится без проблем, я думаю. Еще один кристальный маг и еще один гром. Как-то очень медленно громы прокачиваются, либо мне кажется, как-то там не 60 секунд. Сносит он своего укротителя, и, ребят, следующий босс у меня трибунал. Это достаточно неприятная ситуация, потому что он будет сейчас понижать наш стол. Но хотя у нас есть мана, и это не страшно. И также у нас есть сойка, которая будет замедлять его. Отлично, третий гром еще один. Замечательно, он уже начинает очень сильно проседать. Не знаю, сколько будет у босса здоровья. Я думаю, мы с ним справимся, а вот наш противник, я очень в этом сомневаюсь. Возможно, он даже пропустит сейчас, но хотя 20 секунд стазис, нет, не должен пропустить. Ну, слушайте, у нас вообще обычных монстров практически нет, там выходят мини-боссы изредка, и все равно мы с ними справляемся. Вот тут миллион нужно снести, и нам нужно снести всего лишь 2,5 миллиона, а нашему противнику 23 миллиона. Он с ним не справится, это 100%, а мы пока можем спокойно выстраивать свой стол. Главное, чтобы все выпадало нормально. У меня 8000 маны, на секундочку, это огромное число. 20 миллионов ему еще нужно снести. Он кидает нам демонологов, там, по миллиону, по 2 миллиона. Очень много он нам демонологов закидывает, все-таки он пытается нам что-то как-то испортить стол. Но, дружище, к сожалению, я-то с ними справлюсь, а вот что будешь делать ты, непонятно. Кукловода он также пропустит. Но, возможно, я его тоже пропущу, но это не страшно. У нас будет в любом случае победа, если, конечно, он меня не закидает демонологами. Если закидает, то с огромной вероятностью я могу проиграть. По 2 миллиона у знаменосца — это просто какие-то нереальные цифры. Я очень редко дохожу до такого уровня игры. Наверное, ребят, мы до босса не доживем, он просто пропустит сейчас знаменосца. Слушайте, это прям достойная игра и очень потная такая.
1 700 000 мы, наверное, пропустим. Нет, мы не пропускаем. Да, ребят, это победа, и у него было 6000 кубков. Ребят, это вот пример для тех людей, кто говорит, что, типа, ты сидишь на низких аренах, и тебе попадаются легкие игроки. Нет, ребят, подбор идет немножечко по-другому, то есть не от кубков зависит. Я могу сидеть на 4000, мне может попасться человек, у которого уже 7к. Но мы, ребят, справились, и это замечательно. Ребят, вот такие две игры у нас получились, две колоды достаточно интересные, то есть выбор остается за вами, играть с призывателем или с дриадой, но в любом случае ими можно играть, ими можно выигрывать, то есть на второй игре вы увидели пример, что мы выиграли топ-1 колоду в игре, это Инквизитор плюс Демонолог, я думаю, ни для кого это не секрет, и справились мы достаточно неплохо. Да, мы очень долго бились, но мы справились. Ребят, хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр, видео достаточно долгое получилось, но я думаю, что интересное. Всем желаю удачи, обязательно подписывайтесь на канал, потому что в начале ролика я показывал статистику, ребят, 70% не подписаны, это огромное число людей, поэтому мне будет приятно, а вам, я думаю, не сложно. Всем пока, друзья, всем удачи!